Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить передачу новых лидов из рекламного аккаунта Facebook в Bizon 365. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, в Bizon 365 вы сможете добавлять на страницу регистрации новых подписчиков, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по всем новым лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее переходим к дополнительным настройкам. На этом этапе вам необходимо отметить галочками рекламные страницы, которым вы хотите предоставить доступ. Если после подключения у вас появится доступ к другим рекламным страницам, вам необходимо будет выполнить подключение аккаунта Facebook к Apex Drive повторно и на этом этапе отметить новые страницы также галочкой. Я рекомендую отмечать галочками сразу все рекламные страницы, для того чтобы в будущем иметь возможность с ними работать. На этом этапе вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу, по которой вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем рекламным формам, оставляем настройку «Да, подключать все текущие и новые формы». Если вы хотите получать лиды только по каким-то конкретным формам, выбираем «Нет, настроить формы индивидуально». После этого отмечаем необходимые рекламные формы галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из ваших лидов. Если здесь реальных данных нет, вам необходимо проверить, есть ли у вас админ доступ к рекламной странице, которую вы указали. Например, можете ли вы сейчас через рекламный кабинет Facebook выгрузить лиды по формам вручную. Если у вас еще не запущена реклама, вы через рекламный кабинет Facebook можете сгенерировать лид вручную. После этого кликните «Загрузить тестовые данные из Facebook», и когда этот тестовый лид появится на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bizon 365. Далее необходимо выбрать действие. Выбираем «Добавить подписчика» в страницу регистрации вебинара. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bizon 365 к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Bizon 365. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля Bizon 365 для добавления нового подписчика. В эти поля вы можете назначить переменные из Facebook. Для того чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Также не забудьте выбрать страницу регистрации. После того, как все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Bizon 365 при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Bizon 365». После успешной отправки переходим в личный кабинет Bizon 365 и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных Bison 365 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!